Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобилей марки Great Wall и Haval. В сегодняшнем видео у нас будет такой достаточно интересный автомобиль. Расскажу предысторию. Значит, Great Wall Hover H5 с мотором 4D20. Значит, ситуация следующая. Автомобиль из города Воронеж. С такой проблемой уже к нам он обращался. Приобретали у нас, значит, прокладку ГБЦ, там, по-моему, болты, еще какую-то мелочь. Уже сейчас не вспомню. Проблема следующая. Значит, автомобиль хозяином приобретен 3 года назад. И по факту поездить на этой машине человек даже толком не успел. За 3 года он проехал, говорит, 1010 километров. В основной массе машина каталась от сервиса к сервису, не могли ничего сделать. Значит, пробивала прокладку ГБЦ. После этого, значит, последней каплей у хозяина стало, значит, следующее. Он поехал из города Воронеж в город Минск, вроде как, если мне память не изменяет. Не буду сейчас вот прям выдумывать, скажем так. В Белоруссию поехал человек. То есть туда-обратно, за 2500 километров машина слопала 6 литров масла. Начали проверять турбину, люфт крыльчатки, причем достаточно сильный люфт. Отдают турбину на ремонт. И с ремонта сообщают, что, значит, следующая проблема. У вас в масле абразив. Да, хорошо, в масле абразив. Значит, надо что-то делать. Созваниваются с нами, пригоняют к нам автомобиль. Ну, а дальше вы увидите в ролике. Итак, вот он, герой нашего сегодняшнего сюжета. Значит, ситуация на самом деле с автомобилем крайне плачевная. Хозяин владеет данным автомобилем уже что-то около 3 лет. И проехал он на нем всего-навсего 10 тысяч километров. Поменяли здесь прокладку, мы ему тогда отправляли, уже ремонтировали турбину. Последней каплей для владельца стал тот факт, что, значит, он ездил в Минск, и за 2600 километров машина сожрала просто 6 литров масла. Ну, это все, капут. Вот, значит, здесь, сейчас я покажу, турбина уже снята, в мотор уже лазили, а машина приехала на прицепе. Когда стоял на прицепе, я так посмотрел и, в общем-то, все это уже увидел. Что в мотор уже лазили, кто лазил и зачем, непонятно. Итак, значит, вот у нас так это все выглядит под капотом. Турбина уже снята, она лежит в багажнике, отремонтированная. Надо будет ее свозить на стенд, чтобы ее посмотрели. Значит, в развале можем наблюдать наличие масла с соляркой. В общем, машина эта раньше ездила где-то то ли в Оренбурге, то ли в Орле. Сейчас уже не помню. В общем, по факту просто вылюбили всю машину. И, в общем, в таком она состоянии досталась хозяину. Сейчас будем разбирать, потому что я думаю, что там уже ни поршневой группы не осталось, ни вкладышей, ничего. Судя по количеству масла на свечах накала, мотор этот ел масло пополам с соляркой, блин. Итак, в общем, ГБЦ мы здесь сняли. То, что здесь в моторе уже бывали, это видно. По перекладке здесь сейчас просто масло. По факту. Здесь тоже, вон оно, по кромке все. Видно по поршням, хорошо. Видно по поршням также, что он по башке получал когда-то. Ремень рвало. Вот здесь вот прям отчетливо и очень хорошо видно. Вот оно на клапане. Ну что ты, фокусируйся давай, зараза. Вот эти вот следы прям отчетливо, хорошо видно. Потом по хону его здесь, собственно, уже и не осталось. Здесь перегревали мотор, видно. Вот так вот даже лучше будет видно. Здесь такое ощущение, что прошлись ручным ханингователем, потому что больно глубокие риски. Это явно не заводское исполнение. Ну, в общем, поэтому он и жрет масло как не в себя. Сейчас вот снял водяной насос.
Я много, конечно, всякой дичи видел, но чтобы вот так вот просто газетку подложить. Или не знаю, что это, обложка, картонка, короче. Вот это сильно. Причем как таковой прокладки-то здесь и нету. Точнее как, она должна быть здесь металлическая. Здесь просто кто-то взял, вот так вот, картоночку прицепил. И все нормально, что. И так, сняли поддон. Нет, все-таки в двигатель не лазили, просто с этой стороны все грязное было. Было похоже, как будто туда уже лазили. Вот, значит, что мы видим? Игольчатый подшипник. На маслоприемнике то же самое. Ну и здесь какая-то грязь. То есть, в принципе, по поршням было видно, что они получали. Значит, видимо, делали, ремонтировали. Всякая эта фигня сыпалась просто в поддон. Ну, как бы ладно, это крупный мусор. Но вот всякий разный мелкий мусор. Вот, и там вот тоже. То есть, в принципе, и по маслу видно. Он, я не знаю, видно вам или нет, по разводам, что в масле абразив. Сейчас вот разобрал. Масляный насос снял. Насосу здесь хана. Просто, блин, я не знаю. Либо в этом моторе масло не меняли, блин, предыдущие хозяева, либо лили какую-то, ну, полную херню. Потому что вот таких насосов я не встречал уже давно. И весь мотор, как вы можете видеть, да, вот он весь в каком-то мазуте. Я не знаю. Ну, это что-то с чем-то. Снял сейчас крышки штунов. И вот в таком состоянии вкладыши. Ну, по порядку. Первый, второй, третий, четвертый. Грязи очень много в моторе. Это видно вообще невооруженным глазом, да, вот по состоянию вкладышей. Грязи очень много. Будем разбирать дальше, смотреть. Собственно, вот она, скажем, вот он нагруженный шатунный вкладыш. Но здесь вообще уже все плохо. Но, я говорю, слава богу, что это заводские вкладыши, а не какая-то ерунда ГВ-4D20 СТД, которая уже бы, наверное, намотала раз 10 на коленвал, и был бы все значительно печальнее. Итак, что мы тут имеем? Вкладышем коренным звездец. Иначе не скажешь, потому что они уже даже не держатся здесь. Здесь состояние. Вот тут на постели вы можете видеть все это безобразие. Ну и по коленвалу. Если шатунные шеи у нас еще нормальные, коренные уже задраны. Причем вот здесь шея уже даже в 0,25 мы не выйдем. Грустненько, коленвал уходит под замену. Итак, ну что ж, забрали блок с механики. Сейчас я его уже почистил от герметиков и отмыл от того мазута, который в нем был. Поверьте, так себе приключение. Это литров 15, наверное, бензина под давлением. В общем, мультики я смотреть, видимо, буду еще долго. Вот. Сейчас приступаем постепенно, значит, к монтажу коленчатого вала, поршневой группы. Тоже по ходу движения все расскажу. Ну что ж, собственно, коленвал установлен, протянут, я говорю, вращается прям как и должен, легко. Сейчас будем собирать поршня и устанавливать их на свое место. Итак, ну что ж, мотор у нас собран. Как вы можете видеть, он уже на кране. Здесь все нормально. Поменяли, значит, генератор, потому что его генератор уже свое отжил. Он уже весь хрипит, сипит. У нас, к сожалению, здесь в городе мастеров нет. Контора, которую я знаю, находится в 60 километрах от нас. И там не берутся за китайские генераторы, к сожалению. Делают хорошо, но не берутся. То есть здесь у нас стоит абсолютно новый генератор, оригинальный. Значит, здесь все собрано. Как вы можете видеть, это все будет продуваться, протираться, естественно, еще раз. Вот, все подготовлено. Здесь уже тоже все готово. Сейчас будем внедрять все это потихонечку. Единственное, что надо будет проверить только подушки двигателя перед тем, как мотор ставить на всякий пожарный. Вот, это все соберется, сделается, и все будет хорошо. Собственно, вот так вот выглядит эта конструкция с металлическим патрубком, да?
То есть вот здесь мы подсоединяемся к основной магистрали. Здесь в разрыв ставится вот этот металлический патрубок. Сюда сейчас два хомута одеваем. Все. И вот эта часть жесткая. Как многие знают, владельцы этих автомобилей, да, как правило, рвет его вот здесь вот патрубок. Либо вот здесь вот, либо вот здесь вот он об кузов, вот где-нибудь здесь вот. Вот как раз заводская клипса. Протрется, еще что-то. Здесь ничего не протрется. Поставил, это из серии поставил и забыл нафиг вообще про эту головную боль. Чем я очень, в общем-то, рад, потому что, я говорю, я долго их искал, эти патрубки, и теперь я их заказал. Так что, если кому-то интересно, я говорю, пишите, они в наличии у нас есть. Такое ощущение, что на этом автомобиле только по полям и ездили. Жутко засранный радиатор. Сейчас вот это надо все прочищать и устанавливать. Итак, в общем-то, все собрано. Сейчас топливо прокачиваем. Антифриз уже залит тут. И будем запускаться. Ну, собственно, вот он, первый запуск. Мотор работает мягенько. Хорошо. В принципе, без претензий. Ну, я думаю, слышите прекрасно по работе двигателя, что тихо, спокойно, мягенько. Ну, собственно, вот они, первые метражи на капитальном моторе. Из мотора никаких посторонних звуков нет. Машина едет уверенно, мотор работает ровно, набирает обороты аккуратно, мягко. Едет согласно тому, как он должен, собственно, ехать. И, в общем-то, как бы никаких претензий у меня нет. Единственное, что выяснилось, первая скорость вентилятора не работает. Ну, это мелочи. Сейчас он в зиму все равно нигде его это не нагреет до тех параметров, чтобы он срабатывал. А с Китая мы ему закажем новенький, оригинальный, потому что абы что приходит, а их хватает ненадолго. Можно, конечно, купить у нас вентилятор, вырезать с него реостат, спаять это все безобразие. Ну, блин, так себе приключение. Можно, конечно, купить там от Нивы ставят, что-то еще. Ну, честно говоря, не хочу я этим колхозингом заниматься. Я очень это не люблю. Поэтому сейчас, вот я говорю, мы прокатимся маленько, почувствуем, как это, и подведем итоги. Итак, значит, автомобиль нами отремонтирован. Вот за последние полгода мы только и делаем, что ремонтируем автомобили, которые были недавно приобретены. Ну, то есть, либо автомобиль продается уже изначально с тем, что проблема известна, что там сломалось, и люди просто от него избавляются. Либо автомобиль ремонтируется, ну так, тяп-ляп, собрали, продали и бог бы с ним. А хозяева новые начинают с ними мучиться. Я понимаю прекрасно, что мало кто хочет вкладывать сейчас деньги в ремонт. Проще пойти там купить там, в кредит машину или еще что-то. Но в связи с сложившейся обстановкой вы все прекрасно понимаете, да, что машины дешеветь не будут. Нет. По крайней мере, я так думаю, что в ближайшие года два, наверное, можно об этом забыть. И я думаю, что в принципе это вообще не будет такого. Сейчас еще и корейцы на нас наложат санкции. И тогда вообще труба, я не знаю, что мы будем делать. Потому что, ну, все пересядут на Китай, это понятно. Потому что Китай сейчас предлагает наиболее выгодные решения в финансовом плане. Но, блин, все прекрасно понимают, что стоимость автомобилей, да и вообще цен на все растет непропорционально нашим зарплатам. И, естественно, люди сейчас будут ремонтировать то, что у них есть. Увы, но таковы реалии. Да, кто-то, может быть, пойдет там, возьмет себе кабалу на 5-6 лет и будет, скажем так, ездить и трястись над этим автомобилем. Ну, в принципе, как бы над любым автомобилем надо трястись, конечно, но не до такой степени, как некоторые. Вот. Автомобиль благополучно отремонтирован, уехал. Что выявилось немножко позже,
на светофоре, говорит, подъезжаю к светофору, на драйве останавливаюсь, и машина глохнет. Вот сейчас он заехал там у себя в Воронеже, значит, к дизелистам, воздух в форсунке в третий. Оказалось так, что прослабла резьба под вилкой, которая держит форсунку, да, и форсунка не до конца зажималась. Сейчас ему поправили, все, он говорит, все пропало. Такое бывает, особенно, я говорю, когда много раз снимали, ставили и затягивали с неправильным моментом, да, то есть резьба в ГБЦ прослабла, мы-то затянули ее моментом, но вот на ходу она пошла вытягиваться. Достаточно распространенная болячка на этих автомобилях, к сожалению. Ну, главное, что этот вопрос решился, и слава богу. Ну, а на этом, наверное, все. Подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы не пропускать наши свежие видео. Пишем комментарии, я всем всегда отвечу, всем всегда помогу и всем всегда рад. Всем всего хорошего, пока-пока.